Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие очаровательные воротнички. Давайте рассмотрим поближе. Так. Завязочки, цепочки, рельефные столбики здесь у нас будут, пышные столбики. Вязать его интересно. Не скажу, что очень просто, но я думаю, все справятся. В этом видео мы все подробно рассмотрим. Такие воротнички можно вязать на любой размер. Рисунок не привязан особо к количеству петель. Как рассчитывать количество, я расскажу в видео. Можно связать как для взрослого воротничок, так и детский. У меня воротнички не маленькие, около 60 сантиметров в длину, ну и в ширину по 8-8,5 сантиметров. Все зависит еще от блокировки, насколько сильно натянуть. Эти два воротничка, беленький и черный, я вязала на заказ. Выставила фотографии в Инстаграм этих воротничков, и мне многие пишут в директ с просьбой поделиться схемой, но схемы у меня, к сожалению, нет. Вот черный очень красиво смотрится воротник. Не собиралась записывать видео, но решила сделать все-таки. Вижу, что эти воротнички пользуются спросом. Я и сама буду вязать еще, думаю, не раз такие воротники. Видео на моем канале бесплатные. Если вы хотите отблагодарить меня за мою работу, поддержать канал, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Можно оформить самый дешевый тариф. Мне будет очень приятно. Спасибо вам большое. Если вам понравились эти воротнички, ставьте большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Я даже не знаю, в каком цвете мне больше нравится. И белый нарядный, и черный, как оказалось, смотрится ярко, эффектно. И бежевый подойдет к какому-нибудь льняновому платью или блузочке. Я думаю, украсит любой наряд. Посмотрите, как красиво бежевый воротничок смотрится вот с таким зеленым платьем в цветочек. Сейчас мне пришла мысль и решила попробовать, и очень даже мне нравится. Пишите в комментариях, как вам такой вариант. Еще вот такой вариант. Пока не знаю, нравится мне или нет. Это блузочка в красную полоску. Посмотрите, как преображается обыкновенная блузка-рубашка с таким воротничком. Можно связать его поменьше размером. И будет совсем другой вид рубашечки. И к такой блузке подойдет как черный воротник, так и белый. Также украсит ее. Ну все, убираем, а то я весь свой гардероб уже показала. Итак, белый воротничок я вязала из ниток Анна 16, крючком 1,25, в 100 граммах 530 метров. Для основы набирала 56 вот таких кластеров. И размер такого воротничка у меня получился
68 сантиметров. Так, это что касается белого воротничка. Черный воротник я вязала из ниток Пеликан. Я взяла просто другим цветом, чтобы показать его толщину. В 50 граммах 330 метров. Это нитки Пеликан. Также вязала крючком 1,25, но набрала немножко больше вот начальной цепочки. Размер такой получился просто для ориентира. (60 сантиметров). Немножко побольше. Ну и количество звеньев в начале я набирала больше, чем в белом. Так, сейчас я буду вязать воротник из ниток Дейзи. Они потолще, чем Пеликан, но потоньше, чем Анна 16. В 50 граммах 295 метров. Также возьму крючок 1,25. Буду вязать вот таким цветом. Приятный очень оттенок, как кофе с молоком. Цвет 4404. Стопроцентный мерсеризованный хлопок. Итак, делаем начальную петлю. Еще 2 воздушные. Накид. И в начальную петлю вяжем столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. Накид. И еще один столбик с накидом в эту же петлю не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Вот такое звено у нас получилось. Это кластер из 3 столбиков с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид. И в третью петлю от крючка делаем столбик с накидом не до конца. И еще раз столбик с накидом не до конца в эту же петлю. 3 петли, закрываем. Еще один кластер провязали. Давайте еще раз. 3 воздушные петли. И в третью петлю провязываем 2 столбика с накидом не до конца. Вот что у нас получается. Так, вяжем такую цепочку. Начинаем вязание воротника с завязки. Провязываем нужной длины. У меня на этой завязочке 23 таких кластера. На черном воротничке я сделала подлиннее. Так, сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30 здесь у меня кластеров. Но здесь и ниточка потоньше, да и завязка подлиннее получилась. Но это на свое усмотрение. Набираете такую цепочку. Далее у нас идет продолжение цепочки. Это начало нашего воротника. Набираем уже количество вот таких кластеров, звеньев до нужной длины. На белом воротнике я набрала 56. Это для основы уже идет, не считая завязки таких кластеров. Вот до конца. Количество таких звеньев должно быть четным. Раппорт узора у нас 2 звена. Так. Для черного воротника я набирала для самого воротничка 62 таких кластера. Про размеры, которые у меня получились, я уже сказала. Так что рассчитывайте сами, сколько таких звеньев вам нужно набрать. Но их количество должно быть четным. Делиться на 2.
Продолжаем набирать цепочку. Не забываем, что у нас еще завязочка плюс сам воротник основы. Давайте наберем такую цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, я набрала цепочку. У меня получается 80 звеньев. Так, из них 26 будет на завязочку, а 54 на сам воротничок. Мы с вами сделали одну завязку и основу воротничка. Итак, продолжаем вязать. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И в третью петлю провязываем столбик с накидом полностью уже. Три воздушные петли. 1, 2, 3. В петлю, куда мы провязывали последний кластер, провязываем столбик с накидом. Три воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с накидом в основу следующего кластера. 1, 2, 3. Столбик с накидом в следующую петельку через кластер. Так, вяжем до конца нашего воротничка. У меня будет 56 вот таких клеточек. Не забываем, что количество звеньев на основе воротника должно быть четным. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда. Я провязала 56 таких клеточек, считая первую клетку тоже. Так, накид. И делаем еще один столбик с накидом в эту же петлю. Это завершение нашего ряда. Начало и конца ряда у нас будет всегда состоять из 2 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. И провязываем столбик с накидом. Следующий столбик с накидом. Это у нас кромка нашего воротника. 2 накида. И теперь в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Провязали 2 накида. Снова 2 накида сделаем. И сюда же в этот столбик провязываем еще столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли. Закрываем. Провязали кластер из 2 столбиков с 2 накидами. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в этот же столбик провязываем такой же кластер из 2 столбиков с 2 накидами. Первый столбик, второй столбик с 2 накидами. Закрываем. Провязали кластер. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующий столбик делаем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующий провязываем кластер из 2 столбиков с накидом. Провязали. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же в этот столбик провязываем еще один кластер из 2 столбиков с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующий столбик. 3 воздушные. 1, 2, 3. И снова 2 кластера посередине арка из 3 воздушных петель.
Все, вяжем так по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последний кластер. И теперь в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. Накид. И в третью воздушную петлю подъема также провязываем столбик с накидом. Так. Формируем кромку нашего воротничка. Вот что у нас получается. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь вяжем сплит из 5 столбиков с одним накидом. Первую ножку вяжем в вершину следующего кластера. Провязали столбик с накидом не до конца, накид. Теперь в арку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, накид, и последнюю 5-ю ножку провязываем в вершину следующего кластера. 6 петель на крючке, закрываем. Вот такой сплит из 5 столбиков с накидом. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И на следующих 2 арках провязываем сплит из 2 столбиков с накидом. Накид, вставляем крючок под следующую арку, провязываем столбик с накидом не до конца, накид, вставляем крючок в следующую арку, столбик с накидом не до конца, 3 воздушные петли, закрываем. Вот такой сплит. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И снова вяжем сплит из 5 столбиков. Давайте провяжем еще раз. Накид, первая ножка в вершину кластера, далее 3 столбика идут у нас в арку из 3 воздушных петель, и 5-я ножка в следующий кластер, 6 петель, закрываем. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И снова сплит из 2 столбиков на 2 арках следующих. Провязали 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И сплит из 5 столбиков. Продолжаем так вязать. И встречаемся в конце ряда. Провязали последний сплит из 5 столбиков, далее 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик с накидом, следующий столбик с накидом, и в 3-ю воздушную петлю подъема также провязываем столбик с накидом. Вот, кромка воротничка. Вот что у нас получается. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем, провязываем столбик с накидом в следующий столбик, 3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в вершину сплита, 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь столбик без накида я провязываю вот в эту петелечку. Сейчас покажу
поближе. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь на следующих двух арках провязываем сплит из двух столбиков с накидом. Первая ножка, вторая ножка. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в вершину сплита. 3 воздушные. 1, 2, 3. И снова столбик без накида, но я его провязываю в следующую петелечку, как бы сейчас еще раз поближе, чтобы вот эта маленькая петелька была над вершиной сплита, без сдвига. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Сплит на двух арках следующих. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Вот у нас две петельки. Первый столбик сюда, второй столбик вот сюда. Провязали первый столбик. 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот следующую маленькую петелечку. Все, продолжаем так вязать по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последнюю петельку вот из 3 воздушных петель. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. И провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик, следующий столбик с накидом и второй столбик в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Так, вяжем следующий ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем, и в следующий столбик провязываем столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем вот эту арку из 3 воздушных петель и в следующую арку из 5 воздушных провязываем столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем маленькую петелечку и в следующую арку из 5 воздушных столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 7 воздушных. Все, вяжем по рисунку самостоятельно. Итак, провязали последнюю арку из 7 воздушных петель. И теперь провязываем 2 столбика без накида. В крайние 2 столбика с накидом. Первый столбик без накида. И в третью воздушную петлю, вершину начального столбика, еще 1 столбик без накида. Ряд у нас готов. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом разворачиваем и в следующий столбик без накида провязываем столбик с накидом. В следующую арку из 7 воздушных провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков. В следующую арку столбик без накида. В следующую арку из 7 воздушных также провязываем 7 столбиков с накидом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку столбик без накида. Так вяжем до конца ряда. Встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последние 7 столбиков с накидом в арку. И теперь делаем кромочные 2 столбика с накидом. В столбик без накида первый столбик провязываем, а второй столбик провязываем в воздушную петлю подъема в начало предыдущего ряда. Эта петля нам заменяла начальный столбик без накида. Так, все, ряд довязали. Вот что у нас получается. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, переворачиваем в другую сторону, и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом, 2 накида, и вокруг первого столбика из группы из 7 столбиков, вот первый столбик, провязываем рельефный лицевой, заводим крючок спереди назад под столбик, провязали. Воздушная петля, 2 накида, вокруг следующего столбика также провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами, воздушная петля, 3, воздушная петля, так, ниточка рассвоилась, 4 столбик рельефный лицевой с 2 накидами, воздушная петля, 5, воздушная, 6, воздушная и 7 столбик вокруг последнего 7 столбика, воздушная петля. Вот такой веерок у нас получился. Далее в арку из 5 воздушных петель у нас провязан столбик без накида. Вокруг вот этой комбинации мы будем сейчас делать пышный столбик из 3 накидов. Итак, сделали накид, вводим крючок в арку, вытянули нить, накид, крючок в арку, вытянули, накид и 3 раз вытянули, подхватили нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот такой пышный столбик. Воздушная петля. Переходим снова к группе из 7 столбиков и провязываем 7 рельефных столбиков передних с 2 накидами. Воздушная петля,
третий столбик, крючок вводим под сам столбик, не в вершину его. С изнаночной стороны у нас получается вот так. Но это будет лицевая сторона нашего воротника. Сейчас провяжем эти 7 столбиков. Я хочу еще вместе сделать пышный столбик. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик. Провязали, воздушная петля, и давайте еще раз сделаем пышный столбик вот в эту арку. Итак, вводим крючок, вытянули, вытянули, вытянули. Пышный столбик готов. Воздушная петля. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Если у вас нитки потоньше, можно делать и из 4 таких захлестов пышный столбик, чтобы он был пообъемней. Вот так он смотрится с лицевой стороны. Подошли к концу ряда. Провязали последний столбик с 2 накидами. И теперь делаем 2 столбика с 1 накидом кромочные. В первый столбик и в третью воздушную петлю подъема. Второй столбик с накидом. Провязали. Вот что у нас получается. Вот такие лепесточки. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. И в следующий столбик также провязываем столбик с накидом. Переходим к группе из 7 столбиков с 2 накидами. И вокруг первого столбика вяжем рельефный изнаночный столбик с 2 накидами. Итак, заводим крючок сзади наперед вокруг первого столбика. Подхватываем ниточку. И закрываем попарно петли на крючке. Провязали изнаночный столбик, 1 воздушная петля, арка, 2 накида. Вокруг следующего столбика вяжем кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Итак, заводим крючок спереди назад. У нас кластер будет лицевой следующего столбика. Вот так впереди. И провязываем 2 накида. 1, 2. 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида. Вокруг этого же столбика заводим крючок спереди назад. Также провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. 3 петли на крючке. 2 накида. И вокруг этого столбика провязываем 3 столбик с 2 накидами. 4 петли на крючке. Закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Рельефный, лицевой. 1 воздушная петля. 2 накида. Вокруг следующего столбика провязываем изнаночный, заводим крючок сзади наперед. Столбик с 2 накидами. Воздушная петля. Вокруг следующего столбика также провязываем кластер из 3 столбиков с 2 накидами.
4 петли закрываем, провязали, воздушная петля. Далее идет рельефный изнаночный столбик с 2 накидами вокруг следующего столбика с 2 накидами, воздушная петля, и вокруг следующего столбика вяжем 3 кластер из 3 столбиков с 2 накидами, рельефный и лицевой. Провязали, воздушная петля. Так, теперь нам нужно сделать сплит на 7 столбике и на первом, на другой группе 7 столбиков. Сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида, заводим крючок сзади наперед вокруг 7 столбика, провязываем 2 накида, 2 петли на крючке, 2 накида, пышный столбик мы пропускаем, а вокруг следующего столбика первого также провязываем вторую ножку сплита, заводим крючок сзади наперед, у нас столбики здесь изнаночные, закрываем 2 накида, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Воздушная петля. На каждом лепесточке у нас будет по 3 кластера. По 2 столбика изнаночных. А между лепестками у нас идут сплиты, как убавочка. Между ними всеми арка из 1 воздушной петли. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последний рельефный изнаночный столбик с 2 накидами и делаем кромочные 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик в 3 воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Так. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, начальный столбик с накидом, разворачиваем и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. Так, теперь пропускаем рельефный изнаночный столбик в предыдущем ряду и в следующий столбик в кластер из 3 столбиков делаем столбик с накидом в его вершину. Вот вершина кластера, в нее провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующий кластер столбик мы пропускаем, вершину кластера провязываем еще столбик с накидом. Так, вершину нужно вставлять крючок под 2 ниточки. Вот так. 3 воздушные, 1, 2, 3. В этот же кластер провязываем еще 1 столбик с накидом. Здесь у нас как бы прибавочка. 3 воздушные, 1, 2, 3. Рельефный столбик пропускаем, а на следующих 2 кластерах, на этом лепестке и кластер на следующем лепестке, провязываем сплит из 2 столбиков с накидом. Итак, сделали накид, вставляем крючок в следующий кластер вот под 2 ниточки, провязали первую ножку, столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, пропускаем убавку предыдущего ряда и вставляем крючок в вершину следующего кластера на следующем лепестке.
провязали столбик не до конца, закрыли 3 петли на крючке. Вот такая убавка. 3 воздушные, 1, 2, 3. Этот ряд мы провязываем все только за кластеры, столбики рельефные, изнаночные мы пропускаем. Так, переходим к среднему кластеру на этом лепестке и также в него провязываем первый столбик с накидом, 3 воздушные петли и еще один столбик с накидом в этот же кластер. 3 воздушные, 1, 2, 3. На следующих двух провязываем убавку. Делаем первую ножку. И на следующем кластере вторая ножка. Столбик с накидом не до конца, 3 петли закрываем. 3 воздушные, 1, 2, 3. Здесь у нас убавочка. На следующем кластере у нас идет прибавочка. В него будем провязывать 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Столбик с накидом сюда же. 3 воздушные, прибавочка, на следующих убавочка. И между всеми столбиками у нас арки из 3 воздушных петель. Вот так это смотрится с лицевой стороны. Посередине каждого лепестка прибавочка, а между лепестками убавочка. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю прибавочку, 3 воздушные петли. В следующий кластер провязываем столбик с накидом. И теперь 2 кромочные, также 2 столбика с накидом. Первый столбик и в третью воздушную петлю столбик с накидом. Вот так. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. Столбик с накидом в следующий столбик с накидом. В следующую арку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. В следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, и в середину арки из 3 воздушных петель вяжем столбик с накидом. Нужно крючок вставлять в саму арку, не под арочку, а в арку, в серединку. 3 воздушные, 1, 2, 3. И сюда же, куда мы провязывали последний столбик, делаем еще один столбик с накидом. Здесь у нас как бы снова прибавочка. 2 воздушные, 1, 2. В следующий столбик с накидом вяжем столбик с накидом. И в следующую арку 2 столбика с накидом, первый и второй. Дальше у нас идет сплит, накид. Первую ножку вяжем в ту же арку, куда и последние столбики, 2 петли, накид, а вторую ножку вяжем в следующую арку из 3 петель, 3 петли закрываем. Здесь у нас как бы тоже убавочка. В эту же арку провязываем еще 2 столбика с накидом.
И теперь следующий столбик делаем столбик с накидом. Провязали. 2 воздушные, 1, 2. И теперь провязываем столбик с накидом в середину следующей арки. Вставляем крючок не под арку, а в саму арочку. Так. Три воздушные, 1, 2, 3. И сюда же провязываем еще один столбик с накидом в эту же петельку. У нас 2 столбика как бы выходят из одной точки. 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в следующий столбик с накидом, в следующую арку 2 столбика с накидом, 1, 2, и снова у нас убавочка на 2 арках. Первая ножка в эту же арку, столбик с накидом не до конца, и вторая ножка в следующую арку. Закрываем. 2 столбика сюда же в эту арку, 2 столбика с накидом. И продолжаем вязать по рисунку. Встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Делаем 2 столбика в арку, как и на протяжении всего ряда. Вместо последнего сплита первой ножки просто делаем столбик 3 в эту же арку. Провязали 3 столбика в эту арку. И теперь делаем 2 кромочных столбика. Первый столбик в столбик с накидом и в третью петлю подъема. Еще один столбик с накидом. Так, завершили ряд. Вот так у нас пока получается. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. В следующий столбик с накидом, столбик с накидом, и в следующий столбик также столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2 столбика и в следующий вяжем столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, в следующий столбик столбик с накидом, 1 воздушная, и в арку из 3 воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. 1 воздушная петля, столбик с накидом в следующий столбик, 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в следующий столбик, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2 столбика и в вершину сплита убавочки также вяжем столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, пропускаем 2 столбика в следующий столбик с накидом. Так, переделаю. Так, нитка вот тут немножко расслоилась. Угу. Провязали. Далее 2 воздушные, 1, 2, в следующий столбик столбик с накидом, 1 воздушная петля, и в арку делаем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 1 воздушная, в следующий столбик столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, в следующий столбик столбик с накидом,
2 воздушные, 1, 2. Пропускаем 2 столбика и в вершину сплита столбик с накидом. 2 воздушные, пропускаем 2 столбика, столбик с накидом, столбик, 2 воздушные, 1, 2, в следующий столбик. Все, так вяжем по рисунку. 1 воздушная. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Провязали последние 3 воздушные петли и осталось сделать 3 столбика. 2 пропускаем, столбик с накидом в следующий и 2 кромочных столбика, в следующий столбик с накидом и в третью воздушную петлю подъема. Вот что у нас получается. Край воротничка немножко идет волной. Можно будет оставить его и в таком виде, но можно поставить на блокировку, потом его вытянуть. Это уже по желанию. Так, вяжем последний заключительный ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем. Это у нас лицевая сторона воротника. Накид, в третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом не до конца, накид, и сюда же в эту петлю еще 1 столбик с накидом не до конца, 3 петли закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с накидом, как и эти кластеры у нас. Так, пропускаем 2 столбика и в следующую арку вяжем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Вяжем такой же кластер, 2 столбика в третью воздушную петлю от крючка не до конца, 3 петли закрываем. В следующую арку столбик без накида, снова такой же кластер, 1, 2, 3. В следующую арку из 1 воздушной петли столбик без накида, 1, 2, 3 воздушные, 2 столбика в третью петлю от крючка, такой же кластер делаем, пропускаем 3 столбика с накидом и в арочку из 1 воздушной петли столбик без накида, 3 воздушные, такой же кластер делаем. У нас обвязка воротника вот такими капельками. Так, второй столбик закрываем, в следующую арку три воздушные, 1, 2, 3. Третий, второй столбик, сейчас я переделываю. Выполнили кластер. Вот. И теперь пропускаем столбик, арку и в следующий столбик столбик без накида. Вот так. Снова делаем кластер, переходим к другому лепестку. Пропускаем арку в следующую арку
столбик без накида, снова кластер, в следующую арку столбик без накида, арочка из одной воздушной петли, 1, 2, 3 воздушные, пропускаем 3 столбика в следующую арку из одной воздушной петли. Вот так обвязываем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подошли ко второму краю, сделали кластер в последнюю арку, столбик без накида, и еще один кластер давайте сделаем, 1, 2, 3, чтобы было симметрично второму уголку воротничка. Так, 3 петли закрываем и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда, в вершину начального столбика. Все, воротничок наш готов. Ниточку я отрезаю. Спрячем сейчас кончики. Вот что у нас получается. Так, немножко растянем, чтобы столбики все стали на свое место. Так, нам нужно сделать сейчас завязочку с другой стороны. Для этого присоединяем нитку в основание вот кластера крайнего. И также вяжем цепочку. Сейчас сразу спрячу кончик нитки, 3 воздушные петли, хвостик сразу вплету, и в первую воздушную петлю провязываем 2 столбика с накидом не до конца. Делаем такой же кластер, как и завязочку, как и с другой стороны. 3 петли закрываем. Все, вяжем такую тесемочку. В третью воздушную петлю от крючка провязываем также по 2 столбика с накидом. Делаем ее такой же длины, как и со второго края. И ставим воротничок на блокировку. Если вы хотите сделать, чтобы край был такой вот волнистый, воланчиком, рюшечкой, то можно не выпрямлять, но я поставлю сейчас на блокировку и растяну воротничок. Вот так воротничок сохнет на блокировке. Сейчас он полностью высохнет и сниму его. Ну вот такой воротничок у нас с вами получился. Длина его, сейчас померяем, 60 сантиметров. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!